Здравствуйте. Тема семинара «Твое учение о Боге. Духовный смысл управления». В данной теме я показываю, каким образом, если мы рассматриваем систему управления, значит, рассматривать именно духовный аспект и вообще смысловой уровень этого действия, так скажем, да, с точки зрения духовного аспекта бытия. И когда мы рассматриваем такой принцип, как принцип дальнейшего действия, где в принципе, если мы имеем уровень управления такого плана, что есть, скажем, задача, а каким образом данная задача должна решаться, да, вот с точки зрения духовного аспекта. Ведь в духовном аспекте существует множество категорий решения задач. И исходя из этого мы можем, определив прежде всего именно смысловой аспект, духовный смысл, уже иметь внутреннее решение. Тем не менее, конечно, я привожу все время к практике управления, но когда мы рассматриваем духовный аспект, то состояние духа, состояние действия духа, это есть уровень, который позволяет решать вопросы, заведомо, изначально зная, что это правильно. Вот дух, он обладает свойством предварительного точного знания, и исходя из этого мы имеем возможность, опираясь на волну духа или на состояние духа, точно быть уверенными, что действительно наше следующее действие совершено правильно. Что вот если поставить задачу, например, кому нужно управление как таковое, вот, предположим, в плане достижения результатов или же какого-то действия. Одно дело, когда это идет через макроспасение, там нужна какая-то специальная технология, и этому, да, есть смысл научиться, есть логический аспект, а вот если рассмотреть такой уровень, что человеку, в принципе, без разницы практически любой аспект реальности, кроме собственного состояния, например. И человек, например, на внешние цели, он практически никак не реагирует, и ему нужно просто как-то интуитивно, что ли, делать свои собственные дела, или у него просто нет, например, информации, что существует там технологии прямого доступа, например, да, управления. В этом случае он больше, естественно, базируется на собственном духовном восприятии. Вот если мы здесь показываем, что управление имеет более широкий, да, более, что ли, развивающий духовный именно смысл, что его состояние духа – это тоже управляемая система, что если он опирается только на духовные характеристики в действии, то за счет управления можно их расширить, детализировать, найти оттенки, и в конце концов, в принципе, он получает, в общем-то, то же самое, но с более мощным багажом, что ли, знаний в этом действии, то тогда мы такого человека можем убедить пользоваться вот именно системой точного управления, системой развивающего управления. И поэтому поиск именно смыслового аспекта как такового, хотя логически, конечно, понятно, для чего это нужно, как я сказал, в данном случае существует множество других еще объяснений. В принципе, бесконечно даже всегда можно объяснять, что это хорошо и так далее. Но, в принципе, вот именно такой радикальный вопрос, он требует все равно ответа. И вот здесь вот для того, чтобы действительно, технологии управления, эти знания, которые реально спасают, были переданы всем людям, нужно, конечно, искать именно в духовном плане, в плане ментального действия, пересеченного с духовными основами и так далее. И получается, что это все-таки специальная задача, опять же, управления, которая прежде всего нацелена на то, что человек одновременно эти задачи решает. То есть, например, когда Бог и человек одновременно решают задачу, то возникает некий такой уровень такого парного взаимодействия, когда человек понимает, и Бог так же, как и человек воспринимает вот это вот действие, этот уровень определенного коллективного знания получается. Вот если мы захотим понять, откуда, например, развивается уровень такой, как коллективное сознание, то есть как он практически реализовывается в действии, то вот именно уровень парного такого действия Бог и человек, когда Бог и человек делает, например, даже не обязательно одно и то же действие, но именно духовно друг другу близки, вот получается, что организуется именно ткань этого именно пласта сознания, где выражена очень четко вот эта вот коллективная доля, коллективный вектор. И когда мы начинаем, например,
делать управление таким образом, что вот этот коллективный вектор мы переводим в структуру практически, в общем-то, следующего знания. То есть мы решили коллективное сознание сделать таким, чтобы коллективное сознание организовывало, например, следующий статус развития. То есть есть фракция сознания, мы решили, что пусть сознание работает как бы само по себе, как внешняя среда, и организовывает благоприятную систему управления. И вот когда мы, значит, видим, что какой-то элемент, например, можно организовывать как систему развития, ну, как бы самостоятельного, да, как вот явления, например, какие-то природы существуют, ну, то есть естественного уровня развития, то здесь понятен уже духовный аспект в плане макрознания, значит, макроуправления, где уровень, который такой, что если человек достиг управления, хотя бы раз корректно проуправлял и получил результат как бы дистанционного действия, естественно, он должен передать тогда в эту сферу социального сознания, чтобы коллективный уровень социального сознания мог в дальнейшем строить благоприятное общество, это как бы его личный долг. Иногда это сложно, иногда это там, ну, как бы, выглядит так, что это крайне там как-то долго делать по отношению к, например, какому-то отдельному человеку, но в целом, решив задачу именно доступа к любому человеку, вот информации о спасении, мы, естественно, должны охватывать вот этот духовный аспект еще и с той стороны, что, ну, как бы, может быть, человек не рассматривает духовный аспект вообще. То есть у него нет вот этого вот уровня, тогда мы должны сами этот смысл проактивировать и ему дать для управления. Получается, вот позиция убеждения, позиция доступа как бы к информации других людей, которые часто отделены вообще от задачи управления, ну, как бы самими задачами. Например, там задача воскрешения — это такая задача, ну, как задача, например, там макрорегулирования. И если человек занимается, ему это становится простым действием, то для многих людей, естественно, это требует как бы уровня первичного восприятия. И вот здесь вот на духовном аспекте, на духовной близости управления можно сделать такие переходные как бы мостики, которые решают вопрос достаточно просто и практически без каких-либо там существенных, например, там осложнений, да, там в длительности перевода информации. То есть, когда Бог взаимодействует с человеком, это не значит, что, например, там нужно человеку или очень интенсивно там учиться там в короткое время как-то взаимодействовать, или то, что Богу приходится там замедлять скорость, да, передачи информации. На самом деле это единое духовное действие. То есть Бог создатель всего, и человек взаимодействует на духовном уровне практически так же, как человек с человеком, по сути, вот именно бесконечного развития. Почему-то я часто добавляю такую фразу, именно по сути бесконечного развития, потому что в бесконечном уровне все действия имеют примерно одинаковый статус. И там вот выровненная вот эта позиция в действии, она практически, в общем-то, достаточно четко видна с точки зрения именно этого такого вектора бесконечного развития. Когда мы говорим теперь уже о том, как тогда другому человеку передать, значит, от человека, то здесь ведь еще проще, даже с сверхскоростью там, да, Бога с точки зрения уровня его управления и человека, который воспринимает какую-то часть действия Бога, то чтобы человек в полноте воспринял действие Бога, ему нужно специальным образом настроиться. Да? Тем не менее, это процесс достаточно простой, и он практически постоянный между Богом и человеком. И когда я говорю слово «практически», то это значит, что там вообще нет разрыва. Просто человек либо воспринимает этот аспект, либо не воспринимает. Не хочет или там, например, он занят другими делами. И когда, если мы здесь вот сопоставим с тем, что другой человек передает, ну, там, например, то же самое знание, да, этому же человеку или люди друг другу, то получается, что мы работаем, вообще говоря, в очень простой среде в этом плане, в духовном плане. Скорость информации, ну, практически одинакова у людей, да, передачи и обработки, а по системному уровню от Бога она вообще одинакова, именно на отдаленном бесконечном развитии. И здесь ничего так как бы нового нет, здесь существует прямая система управления и передачи даже зрительных систем. Ну, например, если вот поставить вопрос, почему люди имеют одинаковую форму с точки зрения Бога, вот почему такая задача решена. Потому что одна и та же форма — это мгновенная передача одной и той же информации. И сама форма содержит информацию элементарно. Человек содержит даже на клеточном уровне информацию, и вот его оптическое свечение содержит все, что он
имеет. Да, вот передача от одной формы к другой – это прямая передача. То есть при контакте люди обмениваются, естественно, другим типом информации, да, при физическом уровне, когда они на физическом плане общаются. И вот чтобы такие системы, как интернет-технологии, предположим, какие-то заочные технологии, письменные системы, тексты, передавали точную информацию, значит, ну, как бы действия человека, то получается, что они должны быть спроецированы с формы человека, и каждый элемент текста там, или там, интернет-системы содержать должен практически информацию о теле человека, о форме тела человека. И когда мы вот эту задачу начинаем решать, то вот именно тогда духовный смысл управления еще и сводится к тому, что человек начинает понимать духовную структуру как бы внешних элементов реальности, и получается, что понимание вот этой структуры позволяет ему обходить ряд событий, ну, достаточно благоприятно или там радикально благоприятно, таким образом, что он в любой деятельности, там, в любом аспекте восприятия видит именно достаточно такой гармоничный статус, выявленный на уровне именно сопоставления с телом человека, с тем, что несет вот именно структура вечного мироздания. Вот если рассматривать по времени, то получается, что тело человека – это, в общем-то, очень большое время, да, сконцентрированное с точки зрения бесконечного уровня, начального уровня сознания. Вот в этой теме это очень четко видно, что на духовном уровне тело человека несет всю концентрацию изначального статуса создания вещества даже, вообще Вселенной. Если мы хотим посмотреть, как создан был мир изначально, то есть сначала тело Бога единого было создано, и вокруг был создан мир, то получается, что когда Бог, значит, сам создавался, он, получается, что должен был как бы внешнюю материю, ну, развести как бы в сторону, да, от себя, чтобы создать физическое тело. И получается, вот выявленная субстанция, как бы, ну, чистый, так скажем, разум, что ли, форма вот этого вот действия, где есть переход на материальный уровень, это есть то, что находится в душе у каждого человека, потому что это действие начально единое. Ведь как получается, точка создания Бога, так скажем, это уровень, который, в общем-то, для осмысления, восприятия доступен каждому человеку. То есть, естественно, человек может считать, что раз Бог создал реальность, значит, он изначально создался где-то в какой-то области, да, реальности. Но когда мы переходим к тому, что он же создал саму реальность, вот здесь мы попадаем опять на свой клеточный уровень. И вот как бы духовный именно аспект, значит, в управлении, именно смысловой, он здесь упирается в то, что мы, значит, имеем в качестве именно смыслового действия все то же самое. Вот тот, кто задумывается над смыслом жизни или вот созерцание смысла, это есть его собственное действие, ему, например, там больше ничего не нужно, как бы, да, то такой человек, в принципе, находится в той же системе восприятия по дальнейшей пролонгации событий. Он как бы себя несет в свете событий. Если со стороны посмотреть, каждый человек себя как-то, значит, ну, как бы он выводит, да, в свете всех событий. Так вот, тот, кто не задумывается, он также себя несет, но, в принципе, в ту же самую сторону, но при этом он пользуется просто только каким-то конкретным, ну, может быть, иногда одним и тем же рядом управленческих приемов. То есть получается, что разница только в том, что просто у управленца, который занимается ходом вечного развития, приемов больше. И, значит, или их там достаточное количество для того, чтобы там сделать в любом случае нам макроспасение. И здесь получается, что из-за того, что люди не отличаются, то вот именно духовный смысл как бы внутреннего созерцания, так скажем, он находится как раз-таки в том, чтобы люди могли, ну, по сопоставлению, например, с тем, что люди все равны, но при этом их действия таковы, что они, значит, практически, значит, за счет действий могут решать, ну, например, там, разные задачи, то вот здесь получается, что именно духовным смыслом управления является просто как бы технологически решать те же самые задачи, чтобы они были решены просто более эффективно. И поэтому вот здесь духовный аспект переходит именно в технологический параметр, который достаточно обычен для логической фазы именно сознания. То есть человек должен быть более, например, профессионален там, в системе управления, и исходя из этого
Значит, этим есть смысл заниматься с точки зрения духовного аспекта. Но есть еще, конечно, и состояние души. То есть, значит, где духовный аспект в качестве именно действия души, это есть выраженное как бы свойство души, пролонгированное на настоящее и бесконечное время, ну как бы без прошлого времени. Вот здесь очень важно видеть очень такой четкий аспект вот этого именно уровня действия, что в этом действии аспект текущего времени и будущего — это отдельная информация, и прошлого как бы не существует в плане информации. Ведь мы все знаем, что в текущее время, как мы можем там, то, что происходило там секунду назад, сказать, что мы имеем доступ, да, на физическом уровне. Считается, что время прошло, и мы как бы к прошлому доступ не имеем. Поэтому получается, что вот в логике такая позиция есть, она имеет некие даже как бы абсолютные характеристики для тех, кто не знает, что возможен такой доступ. Получается, что исходя из этого, вот эта вот фаза разделения, значит, прошлого на область, например, информации какую-то, и текущее будущее на другую область информации, это есть, в принципе, концентрированное действие всех событий вокруг человека. То есть человек попадает в структуру, когда все действия, если вот в другую как бы систему координат, да, вести, все действия вокруг него очень четко проявлены в динамике. И действительно же так, если человека вывести вне системы событий, то получается на него практически проецируются все события, которые существуют там, в будущем времени, в прошлом, и за счет этого человек начинает контролировать события. То есть Бог контролирует все события, потому что он как бы вне событийной фазы находится. И вот когда мы начинаем выводить ну, себя, так скажем, да, в структуру контроля над событиями вне вот этих понятий, времени, там, текущее, прошлое, то возникает вот это вот абсолютное, что ли, состояние некое, которое там, ну, в некоторых технологиях как специальное там состояние сознания, но управленец, он не должен находиться там в каких-то специальных состояниях, должен работать на обычном уровне, по моему учению, логической фазы управления, то получается у него задача специального состояния переводится как бы в маленькую логическую микрофазу управления, то есть, ну, короткое, быстрое управление, именно микроскопическая система, так скажем, действует с точки зрения глобального уровня информации. И эта система, я ее называю там очень маленькой, например, да, микроскопической, то есть зрение, восприятие, нужно делать увеличение информации, то есть увеличивать концентрацию восприятия, чтобы рассмотреть объект, ну, как некая линза оптическая. Единственное, что разница только в том, что объект внутри линзы. И вот когда вы начинаете систему восприятия увеличивать и рассматривать объект внутри, то вот этот уровень управления, это есть тот как бы духовный стимул, который существует единый на всех людей. И этот стимул, он действительно имеет задачу макроспасения как таковой. То есть задача макроспасения, задача локального действия, это все равно тот же самый статус и смысл духовного управления. Потому что с точки зрения души, вот эта фаза раздела, да, например, мы можем так рассмотреть, дух взаимодействия с информацией текущего прошлого, душа с информацией, например, там, будущего, да, и прошлого. Но как только мы начинаем выводить управление на текущее время, то мы моментально переходим на физическое тело человека. Вот в чем есть отличие, получается, состояний некой, так скажем, реальности в обобщенном понимании. То, что в текущем состоянии все воспринимают свое физическое тело. Как, например, определить текущее время? Вот человек говорит, что он в этот момент находится здесь, пожалуйста, значит, это считается настоящим временем. То есть фактор присутствия и самовосприятия. И когда мы начинаем рассматривать эту позицию с точки зрения того, как Бог воспринимает себя, то есть когда мы начинаем воспринимать в таком ракурсе себя, с точки зрения определения, да, именно временного интервала, значит, то человек получается, что он находится как бы в центре некого абсолютного времени и замыкает все время на себя, всех процессов, на уровне логики. И получается, он начинает приближаться к самовосприятию, как, например, там, свою руку воспринимает Бог. Вот он воспринимает, например, ее в виде света, материи, да, и бесконечного действия. То есть рука, которая возле, например, там, тканевая структура возле руки, это все бесконечное действие, благоприятное причем. Вот что здесь интересно достаточно в наблюдении, так скажем, за действием Бога,
что у него события, которые вот соприкасаются там с кожей руки, они благоприятные события. И когда мы начинаем работать в этом плане, мы видим, что они изначально благоприятны для всех. Вот это вот система макроспасения, макрорегулирования, где личность каждого спасена, и получается именно духовный аспект, как бы технологический аспект, смысловой аспект, изучать управление как таковое, заключается в том, чтобы суметь, вообще говоря, донести эту технологию Бога, технологию человека, познающего Бога, до уровня каждого восприятия. То есть еще есть очень большой как бы социальный, что ли, образовательный смысл духовного плана или качества управления. Это умение передать знания, которые, например, не обязательно даже у того человека, кто передает, а вообще говоря, может просто человек прочитать там протоколы, да, кто-то вылечил кого-то за счет технологии восприятия, например, да, за счет, фактически многие могут относить это к структурам мышления. То есть определенная позиция мышления в нужном образе, там, в нужном месте, да, пространства. И, естественно, если вот посмотреть на это с такой как бы прагматической стороны, такой человек, который прочитает такой, например, текст, он, естественно, часто, видимо, будет ориентирован на то, чтобы передать эти знания. То есть, поэтому здесь есть еще как бы моральный статус в этом плане управления. Вот, заниматься управлением, стараться его сделать, может быть, простым, доступным для, основного сразу количества людей. Это, в общем-то, тоже в некоторых случаях это специальная задача, хотя можно просто показывать управление, как вы его рассматриваете, или как понимают другие, то есть вы рассказываете так, чтобы другие быстро научились, а вы можете самостоятельно делать управление, как, например, вы хотите. То есть вас никто не ограничивает, но при этом, когда учатся другие, это естественно, должно действовать и на вас же. То есть, когда вы учите, вы работаете на равных условиях. И вот этот уровень, он говорит о том, что при управляющих технологиях в духовном статусе вырабатывается принцип равенства. Вот с точки зрения того, что когда люди практикуют и начинают управлять реальностью, то они становятся равными перед друг другом и перед Богом с точки зрения как бы их собственной логики, потому что один человек управляет, второй, десятый, и сказать точно заведомо нет такого критерия даже, что кто сказал, что кто-то управляет. Если, конечно, обобщенно какой-то один и тот же процесс, и все этим одним занимаются, что кто-то управляет эффективнее, кто-то менее эффективно. Другое дело, если разные объекты, то, например, один человек занимается управлением по задачам другого и получает результат. Это корректная система линейного плана, почти линейного, где понятно примерно, кто как управлял. Хотя в своих технологиях я стараюсь давать именно направление, когда идет не просто управление как бы задачами другого, конечно, человека, а в первую очередь это обучение, что другой просто учится и делает на уровне собственной свободы, лично каких-то действий, которые ему нравятся или не нравятся, но он должен делать. И он совершает это управление фактически здесь получается, что самостоятельно. Когда, например, мы рассматриваем эту систему как систему как бы пролонгированного действия для данного конкретного человека, то получается, что он гармонично начинает воспринимать суть собственных событий с точки зрения действия. Представьте, идет человек, смотрит журнал. И одновременно, если мы рассмотрим, что это и Бог, и человек, и он смотрит журнал, то в чем здесь разница? Он берет, смотрит журнал. Как бы просто в магазине где-то что-то читает, буква одна и та же, восприятие одно и то же. И когда мы видим, что как бы никакой принципиальной разницы нет между фундаментальным, духовным действием, так назовем, или действием, например, рассматриваются часто технологии, где какой-то транс-статус есть специальный, то получается, что здесь, как бы что ни называлось, главное все равно та реальность, которая существует в мире, это объективно, то есть, в первую очередь для людей обобщенная объективная реальность – это физическая реальность, хотя не для всех это главное, и у людей бывают периоды, когда для них главное духовный, именно душевный уровень, его личное состояние или задача его личности, но все равно он понимает, что это базируется на уровне физической реальности, и поэтому здесь переход именно от уровня
объективизация такой вот физической к уровню действия говорит о том, что какие бы практики духовные не использовались, какие бы технологии или состояния не применялись, основное все равно получить результат, сопоставимый с коллективным восприятием. Например, есть возможное глобальное уничтожение через ядерное оружие, значит, естественно, заниматься тем, чтобы не было этого оружия. И если один человек убедился, там, сделал управление, пусть даже другого типа, но убедился, что сознание действует на расстоянии, там светом, события регулируются, тогда уже он попадает в аспект такой, что он, конечно, должен в этом плане все-таки работать при любом там свободном времени, если это ничего там не угрожает. Если начинает кому-то что-то угрожать, то специально работает, чтобы не было там этого ядерного, например, взрыва и так далее. То есть здесь возникает аспект духовного действия, что как раз-таки вот смысл именно такой, что управление — это есть более духовное действие в плане, значит, что ли, передачи информации, смыслового как бы осмысления мира, чем вообще этим не заниматься. Потому что в том случае человек начинает действовать, если он занимается управлением и помогает другим, то есть решает аспект морального плана и типа, и как бы вот определенные уровни устоя общества ориентирует на бесконечное развитие, сам бесконечно развивается. А во втором случае получается, что все-таки при той данности, что есть совершенно объективно правильная система, это все-таки тогда получается, по крайней мере, не технологично, но по сути это все-таки определенная позиция, да? И вот эту позицию, если она там агрессивная, если она или нейтральна совершенно, ее все равно нужно переформировать в сторону вот как бы большего сплочения людей, потому что чем люди более сплочены, тем они, значит, более защищены, и здесь, особенно в системе коллективного сознания, все равно здесь существует аспект такой, что и равенство, и, значит, сплоченность людей — это есть уровень, который позволяет практически решать, в общем-то, те задачи, которые именно связаны с технологией вечной жизни и вечного развития, потому что в вечной жизни и вечном развитии мы обязаны решать это системно, и для всех случаев жизни все равно существует логического типа вопрос. Например, там человек занимается бесконечное там время, так можно так сказать, управлением, а вот именно аспект даже такого плана зачем, почему, как и вообще нужно ли там заниматься, все равно просто как вопрос такой вариант существует. Вот в качестве ответа желательно выработать концепцию такого типа, как сейчас я, например, сказал, это одна из концепций. Но когда вы рассматриваете управление с точки зрения прикладного характера, то концепция начинает работать как прикладная система. То есть достаточно просто концептуально знать свой личный статус, что вы управляете, потому что это эффективно, например, да, и логически все-таки можно спасти людей, и иначе, получается, делать нельзя. Там есть основное количество людей, вообще говоря, а есть люди, которые не просто делают, а делают очень быстро следующую работу, что как только они начинают убеждаться в том, что они действительно помогают, они начинают очень много помогать, и сразу причем. То есть у них понятие вот этого как бы духовного статуса в управлении, в передаче знаний другим, просто превращается в действие, потому что если что-то полезное человек освоил, конечно, хочется передать сразу же другим людям. И когда вот эта система или задача передачи этой информации, упирается еще и в то, что вы решаете на уровне, каких-то именно мировых действий, то есть сюда ориентируете каждого человека, то получается, что вы решаете просто эту задачу так, как Бог и дал душе решать задачу в этом мире. Ведь душа практически управляет, в общем-то, всей реальностью на отдаленном уровне, даже и не на бесконечном, в первичном, а на уровне даже локальных систем восприятия. Просто нужно брать там много лет вперед. И видно, что душа решает практически все задачи по структуре мира, то есть с точки зрения частных задач. То есть возьмите там на 25 лет вперед и просмотрите свои события по текущее время, и вы увидите, что там лет через 10 примерно видно совершенно вся детализация текущих событий, буквально как будто бы это происходит
уже через 10 лет, но происходит буквально там рядом, как будто нет этого времени. Вот эффект как бы сближения духа и души на бесконечном развитии. И если мы рассмотрим, что душа, значит, реализует действие духа, то получается, что в бесконечном развитии все системы очень близки, и, в общем-то, на природном уровне это единый уровень тела, значит, физического, материи, духа, души, сознания, потому что там душа выглядит как материальная система. Мы знаем, что значит, душа такова, что тело — это тоже часть души в плане вот именно информативного, так скажем, да, больше проявления. А на бесконечном развитии, когда мы рассматриваем именно смысловой, что ли, духовный аспект управления, мы видим, что в случае четкой как бы системы управления, когда вы отрабатываете системность, душа начинает фактически определять материальный статус возле нее. То есть это очень специальное состояние, когда идет практически как бы рождение материи в момент соприкосновения с вашей душой. И, между прочим, это достаточно интенсивный уровень, как целительский. То есть душа, когда находится в таком состоянии, достаточно, например, соприкоснуться даже на оптике с человеком, и человек выздоравливает, как правило, прямо сразу видно на материальном уровне, его материя приходит в норму. То есть практически просто задачи часто разные. Если он хочет научиться чему-то там и, значит, в плане самовосстановления, тогда он может как бы с меньшей скоростью, да, практически себе самостоятельно ткань оздоравливать, потому что речь идет все равно о самостоятельном оздоровлении того же человека. Он видит ваше состояние души, и он начинает оздоравливаться, потому что видит как бы, критериальный уровень, что такое, как бы, например, возможно. То есть он начинает понимать. И механизм моментально перекладывает на себя и получает управление. Если вы еще дополнительно что-то скажете в виде слов, каких-то там лекций, получится, что это путь будет еще более интенсивно. Но речь не о восстановлении как таковом состоит, а в том, что управление должно совершаться следующим образом, что когда вы рассматриваете, например, там, духовный аспект и даете некую характеристику необходимости вот именно такого действия, как духовный статус управления, то здесь все равно имеет значение то, что на отдаленной перспективе, например, именно духовный уровень, он является практически единым уровнем с точки зрения интеграции вот, души, тела и сознания. И вот производный уровень духа, когда объединяется с душой, то получается примерно та же картина, когда человек стремится к Богу и приближается к Богу, то возникает действие осознания человеком там, всей внешней реальности, и он практически начинает управлять так же, как делает Бог. И вот когда дух сближается с душой и интегрируется в как бы единый уровень, то здесь получается, что тот же эффект, что там следственный уровень, например, дух, да, который в том числе реализован душой, и отчасти он, может быть, в сегменте действия создан душой, начинает сливаться с душой, то получается как раз-таки вот уже вечное тело, которое содержит в себе две интегрированные, то есть слившиеся системы. Когда дух с вечной душой, соединяется, это похоже на эффект слипания, кстати, вот даже на слуховых уровнях там, тонкого слуха, прям слышно первичный элемент как бы прилипания. И когда уже дальше идет после этого элемента прилипания вот, значит, смешение, как в неком сосуде, да, информации духа и души, то получается уже, опять же, вечное тело, потому что граница раздела вытесняется, и тело становится на уровне контроля за событиями духа и души, за духовными событиями и событиями души. И получается, так мы можем получать вечность тела, когда мы работаем с как бы духовным аспектом состояния души, с логическим, умозрительным уровнем, например, логической фазы объяснения своих действий и поступков и так далее. И вот здесь вот сделайте сейчас тогда такое управление, возьмите, выведите оптическую фазу души и духа в состояние сначала как бы раздельных оптических систем, потом их сожмите, как в некой колбе старайтесь начинать перемешивать, и как только первые участки слипания, там интеграция появляется, увидите свое физическое тело, увидите
именно вечное тело, которое управляет. Не просто там вечное тело как таковое, а вечно управляющее тело. Тело, если вы посмотрите дальше, конечно, там есть и душа, и дух, но именно за счет как бы вытеснения с макрообласти душа и дух жестко проецируются, как бы врастают в тело. И это, кстати, оптически очень четко, здесь прозрачно видно, прям жесткие линии управления проходят. И тогда любая ваша задача, естественно, решается, потому что тело у вас обладает, ну, как бы сверхмощностью с точки зрения вообще устойчивости процессов в мире, с точки зрения фундаментальных процессов мира. То есть вокруг тела, души и духа, там, сознания в таком состоянии складывается событие благоприятным по достаточно жесткой волевой линии. То есть вам больше ничего даже здесь делать не надо, просто вот войти в такую позицию и ее совершить. И старайтесь, когда вот сейчас будете совершать, действовать не только по личным задачам, а по задачам других людей. Старайтесь их тонко понимать и идти на более там сосредоточенные действия в плане помощи другим людям. Я поработаю вместе с вами. И когда вы делаете управление, постарайтесь смотреть, что если вы, например, рассматриваете аспект управления какой-то удаленный, и вдруг на него выпал ваш взор, а вы считаете, что, может быть, не обязательно управлять этим аспектом, да, действия, то все равно посмотрите, что если вы куда-то посмотрели на управление, значит, для чего-то это было нужно. И вот когда вы на большой скорости просматриваете и считаете, что, может быть, это не очень нужно, все равно присмотритесь. И вот здесь вы научитесь видеть дифференцированную систему действия. Почему какой-то элемент где-то проявлен, в каком времени надо постараться смотреть. И при этом вы должны увидеть практически следующее свойство управления, что если вы, например, действуете между какими-то событиями, то есть просто приближаетесь к какому-то событию, а при этом это событие может быть не совсем как бы соответствующим цели, например, дальнейшего управления, то есть оно может быть как бы таким спокойным, и которым не нужно, да, заниматься, но если событие высветилось, значит, нужно обязательно его вывести в уровень контроля. Вот почему-то же у человека высвечивается всегда какой-то один или тот уровень событийный. И получается, что раз он высвечивается, следовательно, естественно, здесь существует вот эта вот задача следующего управления. Значит, и вот этот раздел между первичным фактором, между целью, он всегда такой, что, например, можно сканировать поле там всех событий, вспоминая старые ситуации, но может быть так, что ни одна из старых ситуаций не реализовывается, вот именно как бы все спокойно, наоборот, хорошо, да, и не может быть каких-то проблем однотипных. Так вот, контроль должен быть не по типу там старых каких-то полей, а контроль за новым уровнем событийным. И поэтому вот именно в духовном статусе управления можно в том плане, что дух управляющий — это есть фундаментальный уровень, это есть часто максимально фундаментальный уровень в этой реальности, мы можем отделить вот этот управляющий статус таким образом, что мы выводим вот как бы события, которые нам, например, не нужны, в структуру времени, которые в принципе дает возможность этому событию созидательно развиться и как-то независимо реализоваться. И вот этот уровень времени, который создается путем вывода как бы некого раздела событий на статус как бы вневременной и статус действия по времени, здесь получается, что вот этот уровень именно раздела — это уровень, который все-таки сводится к тому, что вам нужно решать ваши личные задачи, в том числе часто сразу или там в каком-то конкретном месте. И вот личная задача — это есть раздел между событием ненужным и событием, получается, нужным, или даже в большей степени это выглядит так, что бесконечной средой вечного развития и какими-то событиями, которые, например, неблагоприятны, например, там, точно для этого процесса. И вот получается, что все ваши личные задачи имеют
одну и ту же природу. Причем это, кстати, действительно с точки зрения Бога относится ко всем задачам. Потому что Бог относится к людям так, что Он считает, что люди, они все достаточно умны, как минимум, но они точно имеют все механизмы для реализации. И вопрос только в воле проявления. И вот когда мы, значит, так как они знают, как бы имеют вот эти механизмы реализации вечного развития, вот именно само волепроявление, это как раз-таки опять процесс свободы выбора. Вот если мы свободу выбора начинаем как раз-таки вот здесь как бы варьировать на величину свободную, например, ну как бы независимую внешнюю и величину внутреннюю, то уже получается как таковой явно свобода не проявлена. То есть если мы начинаем как-то вот понятие свободы двигать или относительно чего-то как-то там передвигать. Вот понятие свободы, когда свобода абсолютная. И получается в свободе выбора вот этот абсолютизм, это есть опять же ваше там физическое тело, ваша душа, дух, сознание, где вы имеете право сделать опять любой выбор и любое решение, да, в каждую следующую секунду, и вот, или там миллисекунду, в каждое мгновение следующее. Получается вот уровень, когда вы можете делать все время любое действие, это и есть принцип свободы разделения там, нейтральных сред на уровне управления, да, управленческого действия. И здесь получается, что как бы глубокий духовный статус управления, он заключается в том, что вы должны видеть то, что любой отрицательный сигнал как бы максимально неблагоприятный, он не реализовывается в любом случае, потому что значит, вы находитесь в системе как бы первичного действия, где все уже отработано более ранними технологиями. То есть вы можете опираться на технологии не только свои, а в коллективном сознании заложенные, значит, где есть уровень именно решения ситуации, связанных с тем, что мы имеем как бы опорную систему там, в прошлых событиях, или мы за счет того, что организовываются события в будущем, там сейчас и надо срочно переработать, вы берете и очень срочно проецируете в будущее все системы, известные в этом плане прошлого, ну то есть есть задача, взяли все, что известно, и сбросили чуть дальше, чтобы решение шло все-таки опять из будущего. То есть вот есть координатная какая-то ось временная, ну пространственная. Здесь время будущего события, и это время таково, что событие быстро нарастает. Например, нужно справиться с этим событием. Вы берете во времени прошлого известные вообще методы системы, перебрасываете чуть-чуть дальше и начинаете светом будущего светить на этот уровень. То есть, во-первых, вы используете весь опыт, во-вторых, вы еще управляете напрямую, и тогда вы фильтруете на свое тело только тот свет, который уже свет действия. То есть тело – это есть преобразованный свет действия, даже ваш личный получается. То, что это есть действие Бога, понятно, Бог действует везде. Значит, это еще можно увидеть, как вы действуете своим телом. А так как ваша личность – это все, что находится ну, там, внутри системы да, познания вашего внутреннего мира, там, внутри тела, вовне тела – это есть все ваша личность, то вы можете увидеть, как вот это внешнее оптическое действие интегрируется с внутренним уровнем, именно состоянием, например, ну, которое может быть разным, не совсем там благоприятным. Значит, если, например, рассмотреть там состояние, предположим, тоски, да, человек, то это же ведь определенное состояние, которое базируется на определенной платформе, там, ну, где есть понимание каких-то процессов. Вот, чтобы это состояние как бы развеять, так скажем, нужно уметь эту вот линейную, в принципе, такую уплощенную информацию часто просто немножко развести один сегмент от другого. То есть разведение какого-то уровня информации на 2-3 составляющие начинает приводить к более как бы гармоничным уровням управления. И вот если рассмотреть не в плане, например, там, тоски человека, а в плане просто любого действия, что значит, именно увеличение сегментов увеличивает качество. То есть ну, единый Бог, который един в физическом теле, создал уже мир, где качество другое действие, следственное действие возникает. Вот изменение качественных систем – это уже, в принципе, следственное действие. И получается, что, исходя из этого, мы видим
следующую картину мира, да, что фундаментальный смысл управления, где духовный аспект выражен уже в действии в следственной системе, он приравнивает изначально фундаментальный смысл поиска. То есть человек ищет духовно, и он считает, что это достаточно, просто сам поиск, там, или, например, состояние, то получается в следственной системе эти системы, в общем-то, уравнены, что он все равно находит практически то, что он, в общем-то, и перед собой в виде цели поставил, да, в будущем. И исходя из этого мы видим, получается, следующую систему развития общества в целом, что если мы рассматриваем процессы развития будущего как процессы, которые существуют в будущем и являются волей людей, то мы тогда действуем правильно, то есть абсолютно свободно, созидательная воля людей. И мы видим, что правильное действие в том, что их свет, вот этих людей, несет конструкции, которые начинают строиться за счет принципа именно разделения информации, то есть на отдельные сегменты одной моноинформации. И когда мы, хотя информация при этом сохраняется, при этом человек получает разные качества этого света. Если взять там, значит, какую-то плоскость, разделить на 3 части и раздвинуть один сегмент от другого, при этом общую точку сохранить, да, или общую область, то уже другое свойство этой оптической области возникает. И, значит, ведь существует в светооптике линии некого напряжения. То есть весь мир проецируется всегда на какой-то элемент отдельной системы. И получается, что если чуть разделить, начинается, как бы солнечный ветер, да, примерно похожее понятие. И он же достаточно сильный, этот световой поток. То есть минимальное разделение, и уже совсем другая система собой, другие связи вообще, как в оптике все выглядит. Есть какая-то плоскость с определенным характеристиками, там, пропускной способностью. То есть только сделать какую-то щелку, как моментально попадает на другой объект информации. И, кстати говоря, это достаточно, опять же, мощный механизм там, лечения человека, управления событиями в сторону нормы, умение вот эти блокирующие как бы, системы, похожие на некие листки там, информации, они плоские, в виде там, треугольников в основном, ближе по форме, как некие лепестки иногда, значит, больше как именно статичные фигуры канонические. Если уметь как бы раздвигать вот эти экраны, внешне, их надо обязательно делать управление, раздвигать как бы с внешней стороны, не изнутри, что изнутри ваш собственный свет. А с внешней, правильно сделав управление, вы получаете свет вечной жизни, например, при правильной даже системе оптического управления. И это позволяет ваши события, кроме всего прочего, улучшать, там, нормировать, значит, в плане там, каких-то отдаленных событий. То, что вы занимаетесь событийным управлением вашей целью, это понятно, естественно, в плане значит, дальнейшего действия, и вы можете наблюдать за этим уровнем. Но вот именно когда вы смотрите из внешней среды, то получается, что вы работаете через внешнее пространство. Ну, если мы там возьмем, предположим, там уровень какого-то начального пространства, да, и этот уровень значит, реализовывать начнем так, как распространяется информация в этом пространстве, то получится, что мы имеем практически такой статус управления, что вот это вот нуль, так скажем, пространство некое светит изначальным светом таким, что вы уже там были в этой системе и построили пространство как бы своим внешним импульсом, да, то есть ваш импульс уже здесь был. Если не вы там лично сами, но, например, там мысль какая-либо из ваших. И вот здесь получается, что вот детализация всего мира на присутствие любого элемента, да, в этом мире сводится к тому, что здесь можно выявить частные элементы присутствия, например, какая-то мысль, какое-то действие, например, как Бог смотрит, что человек сделал, да, за истекший какой-то вариант, и как ему дальше дать знания. Он рассматривает какое-то конкретное действие, физическое, например, или там духовное, или ментальное, мыслительное, так скажем, и при этом, значит, сразу понятно, какое следующее действие должно быть. Зависимость, например, мышления, значит, с действием, тоже достаточно важная система при взаимодействии с Богом, где Бог рассматривает часто элемент мышления и действия одновременно или там раздельно, но, как правило, Бог смотрит отдельно за мышлением и отдельно за действием, за событием.
И когда элементы мышления и события совпадают, то вот здесь можно всегда как бы спрофилировать какую-то ситуацию. А вы можете сделать так, чтобы эти элементы всегда практически совпадали. То есть они могут быть такими, что вы как бы можете, ну, как бы управляющий аспект, значит, просто притянуть к уровню мышления, то есть управляющую платформу сделать в информации, что есть управление, это умение сконцентрировать во всех событиях мира, ну, как бы перевес информации фактически, да, в данной технологии. И если вы мысль сюда подводите за счет как бы вот этого слипания, уплотнения, то получается, что мысль начинает реализовываться. Почему вот важно, считаю, в управлении, прежде всего, смотреть на событийную структуру, а потом уже, если нужно, на мышление, то в том случае, если это дозволено, там, если есть какие-то негативные там мысли, надо человеку помочь и так далее. А так, в принципе, есть просмотр событийной структуры, и это все-таки не контроль за мышлением. Это как бы просто работа с событиями, где мысли совершенно разные, и вот как бы вот эта вот интимная, автономная среда мысли, которая существует у человека, там вполне, ну, она проявлена как система практически, в общем-то, личного действия, и достаточно смотреть на события, при этом не обязательно смотреть, какие мысли к этому привели. И вот если мы смотрим на человека, да, в будущем, значит, и он делает какие-то созидательные действия, на него можно посмотреть, он же этого не скрывает, как правило, там, кроме отдельных моментов, ну, просто он выходит на улицу, он идет там, в магазин и так далее. Обычное действие. Никто не запрещает смотреть на эти действия и там помогать, ну, например, там, что не было какого-то теракта и так далее. А если мы говорим с точки зрения мышления, то мышление должно быть отдельным уровнем. И вот Бог решил такую задачу. Человек, который обладает возможностью, ну, интегрированного действия, значит, должен одновременно находиться в разных позициях. Мышление – это одна структура, действия могут быть другие. Но это и есть и принцип свободы. И вот когда идет совпадение, например, там, человек едет за рулем, он думает, как это делать, и одновременно делает, это, опять же, одна из позиций. Возможность по воле там, концентрировать в каком-то уровне управления свое действие и получать результат. Но здесь существует еще как бы изначально от Бога независимая система, где мышление и там, действия, события – это раздельные системы изначально. Потому что в материальном уровне Бог дал одну конструкцию управления, в событийно-материальном уровне, а мышление – это уровень в том числе и познания. И получается, если вот мы поставим в задачу, как вот познает физическое тело Бога напрямую, значит, это есть определенная система действий, восприятия пространства, а за счет мышления можно идти в большей динамике, да, или, например, вообще иметь более существенно быстрые системы развития. Поэтому получается, что исходя из этого вот само разделение на как бы внешнюю среду, материальную среду, это есть также духовный аспект действия, где дух – это связующее звено между там, мышлением и телом человека для души. То есть душа тоже также распределяет систему, как и делает Бог, и получается, что мы можем, в принципе, ввести достаточно много там каких-то критериев дальнейших действий, то есть мы можем считать, что, например, детализация или разделение может быть не только там на уровень души, там, духа, сознания, а в принципе мы можем здесь очень четко видеть, что возможно другие подтексты там, нематериального, там, или, например, событийного уровня, и когда эти системы реализовываются вполне, то есть любое действие приводит к макропроявлению, к макроуровню, то дальше видно следующее, что человек, рожденный свободным, вполне всегда может быть в условиях, что он свободен всегда на всех уровнях, физически, там, духовно. И главное здесь вот этот стержень вечного развития, вечной жизни, вот опорный уровень на бесконечном уровне вечной жизни, чтобы этот стержень постоянно оставался как бы внутри человека. И когда вы начинаете, ну, вот этот некий информационный там, да, свет вашего точного знания переводить на уровень практически там, дальнейшего сверхдалекого действия, то получается, что ваша устойчивость личная – это и есть и бесконечное действие. То есть чем вы более устойчивы, тем бесконечно четко, более четко правильно в виде событий конкретных. И когда вы уже смотрите на
как бы самое отдаленное событие в бесконечном действии, которое приводит и к вам лично сейчас, да, в текущем времени, и одновременно вы видите, например, какие-то сопоставительные события, которые происходят возле вас, то здесь получается, что вот состояние духовного осмысления какого-то действия, это есть интегрированное то состояние, которое, опять же, должно базироваться прежде всего на практике предшествующей жизни. То есть человек должен всегда понимать, что если есть возможность сделать управление таким образом, что практика управления такова, что предшествующие события, ну, например, помогают человеку, то здесь в уровне раздела между прошлым, да, и будущим существует как раз-таки действие Бога, которое совершенно прозрачно. И вот духовный аспект действия — это, конечно, взаимодействие с Богом на определенном как бы тихом таком свойском, что ли, уровне, где вы видите именно интеграцию в действии между Богом и человеком. То есть человек все время в этой точке, да, в этой позиции спрашивает у Бога, что делать, и получает результат. И когда вы начинаете видеть, что человек достаточно по-свойски, скажем так, взаимодействует с Богом, начинает спрашивать, получает ответы, то здесь возникает третий уровень, что как бы внутри человека, в задачах человека существуют конкретные системы выявления, так скажем, действия Бога, исходя из автономных даже задач. То есть Бог изначально заложил какие-то знания, какую-то информацию, и в принципе здесь получается, что эти знания или эта информация, она такова, что человек практически как бы из архива своеобразного эту информацию открывает, да? А вот чтобы, значит, этот архив был и как-то он назывался, то получается, что, ну, например, там архив на клеточном уровне, получается, что нам нужно, как это делает Бог в любое действие, вложить смысл такой, что мы создаем область действия, ну, как бы подложку действия, и создаем одновременно уровень дальнейшего действия. То есть как уровень опорный, так и уровень дальнейшего действия. И вот если мы уже и так подходим к управлению, то, конечно, духовный смысл управления, он в том и существует, что это гораздо более эффективная система, заниматься управлением по макроспасению, чем не делать этого, потому что одновременно создать и подложку, как бы начальный уровень событий, и уровень реализации, то есть пространственную систему, которая реализовывает события, все равно это, в принципе, возможно только при целевом изучении именно управления как такового в плане изменения всего мира, там, событий всего мира. И когда мы такое видим, то, в общем-то, объяснить достаточно просто, что, значит, духовный аспект управления, именно смысловой аспект, то есть смысл для чего? Чтобы получить практику, да, простой ответ, чтобы получить реальное спасение людей, не каким-то там, значит, уровнем другого типа и не другого типа как бы действием, мы можем это получить напрямую, да, путем тем, что мы практически начинаем, ну, делать, что ли, визуализацию будущих событий через структуру своего физического тела и получать, значит, сопоставимые события. Ну, как вот, например, там рождает событие Бог, там, скажем, создает события во всем мире в том уровне контактов, который происходит между Богом и человеком, значит, Бог все время свою задачу делает. И вот умение в большом количестве дел сделать такой класс управления, конечно, это и есть осмысление духовного плана управления. То есть духовный смысл действия души в управлении, как в таковом явлении. Ведь в данном случае я просто взял понятие управления и показал, что духовный смысл или сопоставим, или выше, с обычным уровнем там, любого другого управления. Другое может быть, ну, имеется в виду, или если человек не занимается там макроспасением, а считает, что это правильно, и вот ему, чтобы доказать, что правильнее через макроспасение, здесь вот надо показать технологические системы, которые вот сейчас я показал, что они более расширены, более комплексны, или часто настолько фундаментально, что другим образом это не решается никак. Когда вы это показываете, ну, там, системно несколько раз, я не говорю, что нужно там обязательно убеждать как бы большим количеством каких-то там слов или каким-то образом агитировать физическим образом
Я говорю о том, что ваша личная позиция, ваша убежденность, ваше внутреннее состояние – это и есть тот уровень, который позволяет практически действовать таким образом, что вы своим собственным состоянием даете вот этот уровень бесконечного вечного развития в коллективном сознании и для себя лично, и для других, только потому, что вы лично уверены, и это и есть обучение для других. То есть вы лично это принимаете, вы лично этим занимаетесь, это и есть обучение для других. И, например, там, с точки зрения вечного развития, не принять вечное развитие, например, человека, как бы достаточно, в общем-то, непонятно, да, для обычного восприятия. Поэтому получается, что здесь вот как раз-таки основное это количество людей сразу же ориентировано на то, чтобы вечное развитие именно реализовывать в структуре, получается, своей собственной мысли, в структуре своих собственных действий. Получается, что он, этот элемент, то есть свет будущего, где есть вечное развитие, все равно светит на их конкретные действия. И вот в качестве прикладного инструмента вот этой лекции по именно смыслу, значит, фундаментальному смыслу духовного управления, где в качестве мерзкого действия вы, значит, работаете именно по своим задачам, я, значит, хочу как раз показать, что вот поиск самого смысла, фундаментального смысла, это также очередное или, там, скажем, следующее управление. И вы вполне можете увидеть, что вот этот смысловой аспект, вот эта концентрация как бы смысла, это есть тоже определенный уровень вашего же управления. То есть, если так ставить вопрос, то вы должны, чтобы этот вопрос был для вас понятен, в плане там, бесконечного действия, здесь видеть, что так как, в принципе, любое управление ставит вопрос сам и сам же решает, как правило, то здесь вот постановочная часть вопроса – это то, что связывает уже вас лично, значит, с прошлым временем, но вот это вот прошлое время, оно практически находится в нише, которая спроецирована через как бы линзу будущего. То есть мы смотрим на будущее, но видим технологии прошлого развития. Вот когда мы начинаем выводить структуру, значит, ну, как бы в структуру именно ячейки прошлого, то именно духовный аспект управления в том, чтобы дать возможность новым системам реализоваться. И вот здесь для Бога это очень важно, когда люди, например, новые какие-то знания применяют, используют, реализовывают, и получается, что здесь мы имеем практически, в общем-то, следующий статус управления, что, значит, рассматривая, например, в духовном плане или в плане души какие-то отдаленные перспективные события, вот с точки зрения вечного события или вечного уровня событий, или вечного события как такового там, по созданию мира, здесь можно увидеть, что человек, в принципе, например, настроившись на то, чтобы преодолеть, да, какую-то систему для вечного развития, по сути, отталкивается от одной исходной матрицы для всех. То есть, где все люди ориентированы на именно вечное развитие. И вот этот как бы толчок первичный, да, рождение человека, где он начинает производить какие-то собственные мероприятия, собственные системы действия, значит, и получать, например, то, что он в будущем существует уже вечным, это все-таки структура личной инициативы, то есть личный толчок, личное развитие. И вот здесь вот, когда человек развивается в этом направлении, он проходит какие-то системы, ну, сопоставительные по обмену его лично с информацией внешней среды. И вот когда вот эта вот информация внешней среды, она, например, дискретна, то есть она не носит фактора постоянного действия, или она не сразу опознается, то у него развитие замедляется. Если сразу опознается, значит развитие более интенсивное. И вот чтобы понять соседнюю среду, нужно выработать отношения. Так же, как вы выработали, например, отношение к тому, что системное действие – это действие более обусловленное для бесконечного развития, чем, например, разовое, да, в плане именно макросозидания, например. И когда вы рассматриваете управление таким образом, что, значит, отдаленное действие, оно, ну, по характеристикам такое же, как сейчас, то у вас возникает целый арсенал, своеобразный как бы опыт управления такого типа, что вы
видите отдаленное управление как свое собственное сейчас, и при этом ничего как бы нового вроде бы вам даже не обязательно там срочно знать. То есть вы управляетесь с любым уровнем будущих событий. Вот это и есть комплексная, как бы коллективная даже некая уверенность, когда человек знает, что и другой может, и он может управление совершить, потому что есть цель, принцип управления, и, например, тогда не обязательно даже там долго задумываться над тем, как это управление проходит, зачем распределяется система знаний. Вот, например, в духовном смысле мы сказали, что гораздо эффективнее заниматься управлением, чем не заниматься. Это и есть духовное оправдание, да, оправдание, может быть, там, человека перед самим собой, что он правильно делает, что занимается. И когда мы начинаем здесь рассматривать, ну, не саму, собственно говоря, позицию оправдания как такового, для многих это естественное состояние, и у них нет таких мыслей, я говорю о тех, кто, например, там не знает, да, вот как сделать так, чтобы люди, которые не знают, это узнали. Для этого нужно, ну, показать в виде информации словесной, да, например, управление. Но, в принципе, здесь существует такой аспект, что чтобы действовать так, как действует Бог, а Бог действует, создавая постоянно систему знаний, следующую, да, какую-то реальность, здесь нужно увидеть контекст духовного развития таким образом, что Дух, он как бы опережает время и поставляет в любое уже предвременное событие, какого-то события времени, какой-то аспект управления. То есть некое такое свойство Духа, что чтобы события были позитивны, следует практически полностью, ну, там, опережать уровень некой среды, значит, да, информативной, которая может нести какую-то неблагоприятную систему. Хотя в системе, ну, так называемых неблагоприятных событий есть внутренняя линия. Главное, чтобы эти события не были радикально неблагоприятны. А так, в принципе, на уровне каких-то, значит, косвенных действий надо стараться просто отслеживать основную мысль, что, ну, как корабль плывет, есть там какие-то маленькие айсберги, они могут несущественно. Главное, значит, сделать управление так, чтобы вы получили именно макродоступ, там, макросистему, и в любом действии видели все-таки макросмысл своего собственного действия. И когда вы такой вот макросмысл начинаете визуализировать в качестве собственной как бы системы управления, все, вы попадаете в устойчивое управление в условиях именно как бы бытовых. То есть распределение времени на духовный аспект, значит, управление, где есть управление духом и временем, или дух управляет временем, вы можете, вообще говоря, таким образом, там, например, омолаживаться или же излечивать какие-то заболевания, если есть заболевания, и так далее. И при этом вот именно элемент сжатия, взаимодействия духа и времени, значит, как бы в прямом понимании, ведь есть же время, это есть система событий. И если мы из там, человека выводим какой-то компонент времени прошлого, где события были негативные какие-то, мы тем самым тоже его излечиваем или там нормируем как-то его события. И здесь получается, что именно духовный аспект управления, то есть смысл в том, духовный заключает, что мы тогда можем в чистом виде видеть структуру духа, если мы вот этот именно уровень управления, который идет от вашей собственной, что ли, системы восприятия, значит, ну, переводим в структуру духа, действующего в бесконечность. То есть дух, который действует в бесконечное время, например, с точки зрения вашего уровня контроля и с точки зрения там, всеобщей системы контроля. То есть вообще действующий в любое время, в любое пространство. Когда вы начинаете это свойство практически, значит, применять к себе лично, то получается, что время можно достаточно сильно сжать. То есть событийное время можно сжать. Вот, например, есть много вопросов, и Бог должен ответить на все вопросы сразу. Он должен сжать время вопросов. И здесь тогда именно духовный смысл управления заключается в том, что именно духовно это можно сделать. То есть здесь это, ну, словосочетание такое, что именно духовный смысл управления, это есть уровень все-таки такой, что можно управлять еще смысловым аспектом и управлять духом. И, значит, мы видим не только понятие там, смысла, а именно понятие действия духовного. И вот когда мы начинаем, например,
здесь смотреть, как действует Бог с точки зрения управления, то для Бога, получается, для Бога здесь нет каких-то особых проблем в плане, что ли, дифференциации, потому что для него что духовный аспект действия, что материальный, это одно и то же. Вот здесь мы можем в этой технологии, в этой лекции увидеть переход между духовным уровнем действия и материальным. То есть если задаться вопросом, как дух взаимодействует с физическим телом человека, здесь можно очень четко увидеть вообще, как это происходит на уровне как бы механики процесса, да, или даже там физики некой такой оптической. То есть можно видеть, что за счет того, что дух приближается очень быстро к физическому телу на уровне задачи, мы получаем здоровое тело. Вот такая практика может быть очень четко реализована. Или нормальные события. Значит, вот перемещение вот в такой как бы философски разделенной, что ли, среде между духовным смыслом и действием, то есть мы берем структуру событий и делаем отражение во внутренний фронт как бы этой оптической волны, и за счет перевода, значит, от духовного действия, от осмысления, что ли, духовного действия, от того, что вы понимаете не только духовный, но и макродуховный смысл, вы получаете здоровое тело за счет того, что вы действуете вот этим лучом, этими лучами на себя, на других людей, не только там свое здоровое тело, если у вас нет никаких проблем со здоровьем, это речь идет о других там физически здоровых телах, и в структуре вечного развития все равно структура там, значит, воскрешения, обязательно не умирания, а в среднем, скажем, просто здорового тела, эта система обязательная для исполнения, и вот здесь важно увидеть свой собственный статус именно в бесконечном развитии, где вы формируете тело только за счет первичного импульса, то есть как бы выводя управление в область там, макровнимания, в область макроконцентрации своей личной воли. И вот сделайте такую концентрацию на уровне дух очень быстро взаимодействует с телом. Просто большое как бы духовное сканирование, что ли, духовно работайте с телом и решайте это свои события и события других людей. Я поработаю вместе с вами. Решайте интенсивно, то есть не останавливайтесь в управлении. Я проговорил, и сразу работаете. Когда работаете в такой системе управления, старайтесь видеть следующую, например, задачу, да, одновременно, что как некая система доказательств, что это духовное действие и смысл в том, что это эффективно и так далее, именно уровень управления по макроспасению, например, там, по моему учению, уровень управления всегда уравнен, что работаете вы душой, духом, сознанием, или там, физическим телом на уровне информации, то есть излучение, например, да, оптическое идет от тела. Значит, надо стараться всегда видеть следующее, что бесконечное количество событий будущего или какие-то действия, которые существуют сейчас, в это время, это часто действия, которые, во-первых, как правило, вы выбираете сами и видите, что вы это делаете сами, но кроме там крайне неблагоприятных, вот опять же есть такой момент, уровни, все действия в основном человек определяет себя самостоятельно, и получается, что с точки зрения Бога он тоже не определяет неблагоприятные действия для человека, то существует как бы некая внешняя среда, да, неизвестного качества, которая определяет в событиях эти системы. Ну, там, может быть так, что люди считают, что это могут быть там другие люди и так далее. Значит, в плане, если неизвестно кто, да, если известно, то сразу понятно кто. С точки зрения, дальше может быть следующего человека, то есть если выявлено действие одного человека отрицательное, сразу ясно, кто следующий, возможно, там инициировал. Но здесь получается, что в вашем управлении, именно в технологиях вечного развития, все-таки я все время привожу к тому, что надо уметь эти технологии реально все время даже ощущать, да? Например, там, ставить вопросы смысловых систем, реализовывать технологии прикладные, реализовывать как бы всеми уровнями. И если там, например, возникает то, что очень много работы, вот этот свет будущих событий или там
концентрация событий, она высокая, и вам нужно суметь, например, находясь здесь, там, рассматривая события впереди, а вы же, как только прогностику будете развивать, вы будете постоянно видеть все больше событий впереди. И все ваши дальнейшие действия, они таковы, что вы будете все равно воспринимать из ряда событий какие-то основные сигналы. И вот умение в таком большом количестве информации спокойно работать, да, например, там, вечно жить, на макросозидание направлять свои действия, эта вот технология, она такая же, как делает Бог в большом количестве событий. Он выбирает какие-то отдельные, как вот с точки зрения человеческой логики, да, аспекты наиболее важные. И вот здесь он выбирает самый важный для себя аспект в действии. То есть как только человек научится находить в следующем действии наиболее важный свой аспект действия, то есть для чего он изначально, возможно, раньше поставил эту задачу, и эта задача реализована, вот тогда вы получаете сразу же управление там, всей системой макрособытий, фактически связанных там, с вашим действием, и при этом вы видите, что если даже вы там, хотите сделать больше управления, там, передать больше знаний, то можно это делать спокойно, или на уровне телепатии, или там, в будущем объяснить словами, но тем не менее ситуация такова, что управляющий статус, вот основной именно по структуре личности, это найти, опять же, некий вот духовный смысл во всех этих событиях внешних, уже для себя. И здесь уже существует духовный смысл вашего управления как такового, то есть третий смысл этой фразы, когда вы находите в других, значит, системах свое собственное. Вот Бог, находя свое собственное, делает все сразу. Но Он же находит то, что Он себе запланировал. И когда вы в структуре событий находите вот эту вот свою собственную линию, то все события благоприятно, причем для всех сторон, раскладываются уже в управляющем контексте. Потому что ведь изначально Бог изложил систему мира так, и она реализовывает сейчас, что нахождение собственной системы, собственной там сущностью, да, управляющей или там собственных действий, как правило, они связаны с помощью других людей, значит, это и есть основная концепция макроуправления. Потому что вы контролируете свое состояние, например, там в обычном бытовом уровне, что элементы макроуправления, это все одно и то же совершенно. И, кстати, вот с точки зрения управления, вот, например, управление, занимающееся моими технологиями, он всегда, конечно же, контролирует абсолютно, практически на 100% там, свое состояние. И получается, что здесь дальнейший уровень действия, он такой, что вы за счет того, что контролируете свое состояние, если вы находите свою сущность управления в отдаленной, да, управленческой среде, то это то же самое, что вы, значит, находитесь, в естественном, обычном состоянии действия, там, управления. То есть вы тогда не устаете, например, вы можете там много работать, или там работать, предположим, там вечное количество лет, или вечное количество лет какие-то делать дела, и при этом вы находитесь в таком равновесном состоянии, где внешние события, которыми вы управляете, и ваше состояние, это, в общем-то, величина одного порядка, и не ощущается там какого-то следующего там сложного действия и так далее. То есть умение в этой системе находиться постоянно, это как бы некое привыкание, да, к вечному уровню событий. И вот это тоже важный аспект духовного свойства, где дух, обогащенный опытом, практически даже просмотровым опытом ваших будущих событий, то есть вы смотрите вперед, приносит вам следующие знания, и вы уже готовы к следующим событиям. Это одна из системных тоже точек управления, когда вы готовы к будущим событиям, потому что вы подготовлены за счет предшествующего опыта своего, а также подготовлены тем, что вы знаете методологию, технологию управления, и при этом вы еще и, как бы просканировав предварительно будущие события, в достаточно подготовленной форме подходите к решению. Значит, и вот такая вот интегрированная система, это на самом деле это очень мощный уровень именно вечного развития цивилизации и и человека, естественно, каждого, главное, каждого человека, да, уникального в своем собственном и общем понимании. И вот здесь вот вы просто вдумаетесь в этот смысл творческий, и вы увидите, что
это уже действительно реально достижимая величина с точки зрения даже логического как бы просмотра ситуации. То есть логика говорит о том, что эта величина достижима, и это уже фиксация управления достаточно корректная, то есть достаточно точная. И как только вы приходите к точности, все события реализовываются, но уже в той структуре, что вы управляете вечно. То есть вы находитесь в системе вечного управления, вы живете вечно, и вы это ощущаете, не просто там ощущаете, там, но вы это делаете. Вот, вы это делаете, когда это для вас дело, работа, так скажем, ну, по сути, дело в большем контексте понимания, туда уже на 90, а иногда до 100% увеличивается уровень реализации, что это начинают видеть и другие, которые в отношении, например, к вам, ну, как-то вот развиваются, то есть на вас смотрят. И когда уже видят другие, это уже передача, достаточно мощная передача знаний, а это уже точно человек находится в системе вечного развития, то есть он, значит, вечно живет. Спасибо большое за внимание. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар.